Всем привет и добро пожаловать на мой канал на десерт. Сегодня мы поговорим с вами про мои бьюти-фавориты и лучшие находки за этот год. Меня давно не было на канале и в целом давно не было обзоров и распаковок, поэтому я неплохо так пополнила свой список любимых бьюти-продуктов, которыми я хочу поделиться с вами. А начнем мы с вами вот с такого консилера от Influence в 01 оттенке. Я увидела в ТикТоке у одной блогерши на него обзор и поняла, что мне оно точно надо. И хочу сказать, что это просто, наверное, лучший консилер из всех, что у меня когда-либо были. Причем я пользовалась консилерами довольно-таки не из бюджетного сегмента, но хочу вам сказать, что вот этот консилер превзошел их все. Вот так он выглядит. А если у вас нет ногтей, то его очень удобно распределять пальцем, но я это делаю кисточкой, так как у меня вот такой маникюр, да. И чем же он так хорош? Первое, это то, что он плотный и перекрывает все, что нужно. Я в основном использую консилер под глазами, так как у меня есть синяки, и он отлично их перекрывает. Но, конечно же, у меня были консилеры, которые тоже отлично справлялись с этой задачей, но в чем их отличие? В том, что этот консилер не скатывается, потому что все остальные плотные консилеры всегда у меня вот здесь все равно скатывались и подчеркивали складки. Поэтому, если ты тоже в поиске идеального консилера, то я обязательно тебе рекомендую попробовать именно этот. Ну а мы переходим к следующему моему фавориту. Это вот такая сыворотка для роста ресниц от Top Lash. И, девочки, я хочу сказать, что это просто невероятная находка. Прикол в том, что я в целом не верила в сыворотки для роста ресниц, бровей и так далее, потому что мне казалось, что они не работают. Но, как всегда, я сидела в ТикТоке и увидела, что сейчас какой-то тренд на сыворотки для ресниц, и все выкладывают свои результаты до-после, и там реально они есть, что я решила, ладно, сдаюсь. И купила вот эту сыворотку. Она не бюджетная, стоит 2000 с чем-то, точно не помню, но она стоит того. Мои ресницы реально отросли. Поэтому я переобуваюсь и могу смело заявить, что сыворотки для роста ресниц работают. Ну а дальше у нас идет вот такой хайлайтер от Revolution. И это лучший хайлайтер, который у меня когда-либо был. Но здесь, если честно, больше на вкус и цвет. Потому что в целом я уверена, что есть очень большое количество классных хайлайтеров, но просто конкретно мне нравится именно этот тем, что он с розовым оттенком и при этом с мелкой крошкой. В целом он сейчас на мне, вы можете и так посмотреть, как он сияет и как вообще все это дело выглядит. Не знаю, мне безумно нравится, это просто лучшая моя находка, и я использую его постоянно. И в целом не использую больше никакие другие хайлайтеры теперь. Поэтому, если вдруг вы тоже искали давно хайлайтер с розовым оттенком, то рекомендую. Ну а дальше у нас идет спрей для придания объема от Hedo. Вообще с этим спреем довольно-таки интересная у нас история сложилась, так как я еще, наверное, года 2 назад его попробовала, затестила, мне посоветовал его консультант в Золотом Яблоке. Их тогда только завезли, она мне сказала, что вот у нас какая-то там новая коллекция, говорят, что очень классный, возьмите, попробуйте. А я тогда как раз-таки искала спрей для объема и решила why not. Ну и в общем взяла я его попробовать и влюбилась. Но произошла очень грустная история, больше его в продаже в Золотом Яблоке не было. И вот буквально полгода назад их снова начали привозить в Золотое Яблоко. Я как только увидела, что завезли этот спрей, не думая, сразу же купила его. Потому что после того, как его не стало в продаже, я стала пользоваться вот этим популярным спреем. Я забыла название, прикреплю фотку. Вот. В целом тоже был неплох, но, честно, вот этот мне нравится больше, потому что я придаю объем в основном вот здесь, чтобы волосы не падали вперед. И мне нравится то, что его можно использовать после того, как я помыла голову, сразу его нанести и после этого высушить все волосы вместе. А с другими спреями обычно нужно высушить голову, потом нанести спрей и потом еще раз сушить голову. Зачем мне 100 действий вот этих? Ну и в общем, как только он появился в продаже, все. Я снова вернулась к нему и использую только его, и я безумно этому рада. Причем, кстати, он дешевле, чем вот этот спрей, если что, на минуточку. Ну и последний фаворит моих бьюти находок за этот год. Небезызвестная, всеми полюбившаяся мицеллярка от Биодерма. Я думаю, все знают, что это за мицеллярка, и, возможно, у многих она есть, и, возможно, многие ее уже пробовали и пользуются ею. Но если вдруг ты еще не купила ее, то я тебе настоятельно рекомендую это сделать. И в целом, наверное, это больше как бы не рекомендация и не находка, а просто хочу поделиться своими эмоциями от этой мицеллярки. Потому что до этого я использовала мицеллярку от Garnier, я думаю, тоже база для всех. И я даже представить не могла, насколько большая разница бывает у мицеллярок. Вы даже можете заметить, что она у меня уже в целом заканчивается,
но я обязательно куплю новую, потому что состояние кожи после этой мицеллярки настолько мягкое, настолько напитанное, увлажненное, что как будто бы она точно вообще мицеллярка-то. В общем, на самом деле, если вы не пробовали, вам просто нужно попробовать, и вы поймете, о чем я вам говорю. Можешь написать в комментариях свои лучшие бьюти-находки за этот год. Ну а я с тобой прощаюсь, увидимся в следующем ролике.